Вова, расскажи нам вообще свою историю. Да, то у меня есть такая рубрика, как я вообще попал в дальнобой. Вот расскажи нам свою историю, как ты попал вообще в дальнобой, что как тебя вообще заставила жизнь связать таким рулем крепким. Вообще, как бы по образованию у меня организация перевоза грузов на автомобильном транспорте. То есть категорию С я получил еще, ну, самую первую. То есть это А, Б, С были мои категории, которые, причем на то время это были категории, которые были как специалиста. То есть не просто любительские, там еще делились эти права. У меня были как специалиста. Я мог работать по категории С, скажем так. Это я закончил на то время техникум, потом он стал колледжем. Ну, на этом все и закончилась моя автомобильная специальность, потому что я там работал на разных этих направлениях. Но пришел в дальнобой, наверное, как и большинство, потому что на сегодняшний день это были относительно большие деньги с минимальным вложением труда, скажем, в плане того, что уже у меня была категория С, и я умею ездить на больших машинах. То есть у меня первая машина, на которой я учился ездить, это не «Жигули» были, там не «Москвич», а у дяди было на фирме «Крас», «МАЗ» и так далее. Я брал именно «Крас» с большим капотом. Советский автопром да, такой, да, деревянная кабина еще, и это я учился ездить именно на таких машинах. Поэтому именно придя в дальнобой, я честно могу сказать, что на сидельном тягаче я первый раз поехал буквально за, наверное, неделю, а может за месяц до того, как я поехал вообще в Европу работать на фуре. То есть, как бы, я не ездил никогда на сидельном тягаче, и геометрия залома фуры довольно-таки интересна была для меня. То есть, вперед, когда я еду, я уже, ну, как бы, габаритом я привычно мне, но как оно ломается, уже тяжелее, потому что сдавал я на категорию Е на, как он называется, ЗИЛ, короче, с этим, ну, как тандем, типа. Да. И это тоже не сидельный тягач. То есть, у меня первый рейс был, мы с другом, я попросил его, дай хочешь за рулем посидеть, это был DAF на ручке тоже, это я все уже половинки тогда выучил, что есть верхний ряд, нижний ряд передач, то есть сцепление, это, и мы ездили с Бреста, мы на, как он называется, футбольное поле, вот это, да, где проводятся матчи. Мы брали LED-панели, которые тогда рекламу крутят по кругу. Это, мы грузили их с Бреста и ехали на матч, который был в Минске. И там мы разлаживали, то есть это была вот эта дорога, это наша, как она, М1, да, получается. И плюс еще и физическая, да, там еще поработать, да, панели потягать. еще даже чуть-чуть заработал. Ну, самое главное для меня был это опыт, то есть и то мы проехали, опять же, задом я не покатался, потому что если бы я где-то валил прицепом на Минске на стадионе главном, это было бы... Никто бы это не одобрил бы, не оценил бы. Да, поэтому я просто ездил прямо, и уже главным, наверное, таким моим опытом до того, как я поехал работать, это было на симуляторе, то есть я скачал Евротрак симулятор, и, наверное, месяца 2 я вот просто с рулем купил самый дешевый руль, но единственное, что было плавный поворот, то есть не так, как кнопка, что либо повернул, либо не включал, а именно плавно, чтобы можно было покатался немножко так, потом это Scania симулятор, там именно сдаешь экзамены, там это ближе, это... Ну, я считаю, что сыграло большую роль. То есть, если ты вообще ноль, то оно поможет тебе понять, как ты можешь... То есть, не в качестве развлечения, да, ты играл, а именно вот изучение. Просто именно как ломается прицеп, ты уже понимаешь, куда крутить руль. То есть, там в игре реально хорошая физика, да? Да. То есть, это я, на своем канале не один раз это подчеркивал, что, в принципе, это большой шаг. Если нету где потренироваться именно так, то это будет вам, как оно? Такое подсобие. Ну, большинство автошкол, я так вижу, что они используют именно вот эту платформу банально на Евротрак симулятор второй части. Но да? У меня, кстати, есть много материала тоже не изданного, скажем так. Я переучивался на код 95, продлевал, и у людей VR-очки полное присутствие, стоит сиденье, дафовское сиденье, руль дафовский, все вот эти, там таха, все ты включаешь, это все можешь шагнул вперед именно в симуляторе. То есть я всегда говорю, что в космос тоже, полетели сразу на симуляторах или на самолетах, тебе никто не даст сразу самолет, чтобы ты полетел его разложил, то есть, поэтому симуляторы довольно-таки хорошо. Ну, вообще, до дальнобоя ты вообще чем занимался? Может быть, ребятам-то будет интересно, чем ты именно занимался? Чем я только не занимался. Был и ИПшником
это по-белорусски ИПшник, по-украински это было ЧП, то есть, ну, частный предприниматель, грубо говоря. И мебель корпусную делал, и окна вставлял, и ролеты, и секционные ворота, вот эти Дархан, там, Алюпласт, это все, Алютех, все, что было с этим связано, чем только не занимался. Долгое время я занимался непосредственно направлением сантехника, то есть это отопление, теплые полы, котлы. Отучился в Барановичевском институте, там частично, чтобы получить корочки газовщика, чтобы делать пуск и наладку котлов, обслуживание их. Но тоже, как бы, пока давались кредиты, работов было много, я получал много, так, ну, по меркам местным. А потом как-то кредиты перестали давать, стало все меньше, 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 и я решил себя попробовать уже здесь. То есть ты когда работал, ты вообще не думал о том, что свяжешь свою жизнь там, или там, с рулем, да, то есть что будешь управлять вообще фурой, то есть? Фурой, то, что я когда-то побываю за границей для меня, то есть это я был там, ну, только в наших странах, это Россия, Украина и Беларусь, то есть все, на этом все закончилось. Моя карта, так скажем. Географическое, да, познание. Да, всех это. Языки тоже это. Я в школе, в принципе, английский знал там очень плохо. Как Андрей сейчас знает английский? Так Андрей, так Вова знал. Да. Потом было пару нюансов. Я занимался еще компьютерами, еще когда до переезда в Беларусь, скажем так. Это локальные сети строил. И технический английский я в свое время после школы подтянул. То есть у меня что-то было, какие-то азы, то есть как бы это... Но в общении с людьми это совсем другое. То есть когда ты можешь прочитать, перевести, то есть там это воспользоваться переводчиком, это одно. А когда до тебя приходят и спрашивают who are you? И все, и погнал. Да, и потек, и поплыл. Да, это все заканчивается. То есть вот так вот. Но я не помню, наверное... До Нового года, да, вот сейчас вот я как раз отучился на код 95, 5 лет назад я поехал учиться на код 95. То есть это код 95, это свидетельство международника польское, которое позволяет работать водителю по всей Европе. Я, не имея опыта, пошел там на одну контору, которая отучила меня. Я показал довольно-таки большие показатели по вождению по городу, по знанию английского языка, более-менее. И мне предложили работу на той же фирме, то есть у них там разделение, можно говорить, нельзя у тебя на канале, реклама или как это? Ну, проплачено, да? Ну, грубо говоря, была контора, которая называется Best Driver, она учит водителей. То есть, и компания Easy Logistic, она же практически это одно и то же, но как бы они занимаются предоставлением водителей другим конторам, которые, допустим, нуждаются в... То есть учебный кабинет они обучили и отдали тебя другой фирме какой-нибудь? Но они за меня типа отвечают, они за меня вписываются, если вдруг какие-то косяки, допустим, водителя, они уже оказывают юридическую помощь и так далее. То есть я звоню сразу им, они там, если вдруг, ну, как бы меня это обошло стороной, то есть из там повреждений, ну, как бы практически не было у меня, там, сколько я работаю. Не без этого, конечно, но таких серьезных ничего не было. И они предложили мне работу сразу по Польше, и это было, нужно было выходить перед Новым годом. Я знаю, что по Польше оплата совсем другая, то есть это, и я собирался на Европу, как бы работать, потому что тут типа днювку и все такое. И сказали, тогда только после Нового года. И меня это сильно не расстроило. Я, в принципе, гулял Новый год дома. И потом на фирму, где уже работал мой знакомый, меня же и приняли. При условии, что мой знакомый меня будет стажировать. И вот так вот я потихоньку вошел в дальнобой. Наш первый рейс, мы берем контейнер в Роттердаме и едем в Бельгию. У нас перегруз по осям, это было сразу видно, потому что машина показывает, но мы это, ну, как бы ночь, была час ночи, молчали, и никто бы нам не помог, и мы только пересекаем границу, нас мотобат сводит на контроль на весы, и 3,5 тысячи. То есть у них, как ты думаешь, что есть какие-то в дороге встроенные датчики? Я думаю, нет, но просто там был такой конченый ман, скажем так, который еле ехал и чувствовалось, что он Нифига не совпадение, нифига не совпадение. Да, что он там на подъеме, они, видно, так и смотрят, что на подъеме, как машина себя ведет. Свели, мой первый день работы, нас останавливают, типа выписывают штраф, и мы не имеем права ехать дальше, потому что есть перегруз по задней оси грузовика. То есть мы 3 дня стоим на штрафплощадке, пока не приезжает другой грузовик уже с 2 осями сзади, цепляет наш прицеп. Мы переезжаем 2-3 паркинга вперед, перецепляемся обратно. Я понял. Такие вот манипуляции производят на территории Евросоюза. Да. То есть, как бы, и вот так мы вошли. То есть, я стажировался, наверное, недельку,
в эту недельку тоже было столько чего, что, ну, как бы, ты когда приходишь, ты не жил в кабине, то есть это вообще совсем по-другому. А еще если вдвоем жить, это ты вещи сразу твои здесь, потом ты ложишься спать, это все вниз слаживаешь. Ну, я думаю, Андрей, есть пару видеороликов, там, где там вообще в автовозе, где они вещи носят и в машины складывают, там это, ну, короче, да, было тяжко и в плане быта, потому что, как бы там что-то не говорили, там паркинги и так далее, туалеты, то есть не везде есть туалет, не везде есть такое, что можно запарковаться нормально, и в лес приходилось бегать, и приходилось так бегать, что оставался без сапог, короче, там перепрыгивал через ручей, а уже так хотелось, что уже ботинки остались там в ручье, и ты побежал дальше, короче. Нормально, вот это курьезная история от Володи. Да, это там, ну, я этого не стесняюсь, потому что это, ну, это есть такое. Да, это потому есть, что, да. Бывают такие засранные туалеты, извините за грубость, да, что Да. лучше уже сходить на полянку. Здесь вот мы сейчас стоим, это паркинг под проводами, или его еще называют румынский. Я одно время наснял тоже очень много материала про этот паркинг, хотел очень такое гневное видео выложить, потому что здесь, бывает, приезжаешь, допустим, днем, а стать не можешь, потому что либо прицепы просто стоят, либо легковые машины, либо еще что-то, но винить кого-то одного здесь я не вижу смысла, потому что было бы тут больше белорусов, было бы такое с белорусами связано, было бы тут больше литовцев или еще что-то. Это такой человеческий фактор. Меня радует единственное, что здесь есть бесплатный интернет, довольно-таки неплохой. И здесь интернет есть? Да, ну, Ничего антенна, видишь, есть Wi-Fi. всё. Ничего себе. Ну, здесь можно набрать, в принципе, более-менее нормальной воды, то есть для водителя это очень важно. Здесь в последнее время дежурит машина, которая каждые, там, не знаю, там 2-3 часа моет туалеты, то есть, как бы это... И здесь есть бесплатный душ, то есть он, в принципе, ну, как бы, если еще немного кто покупался, то он еще горячий, если много там бойлера, они типа это... То есть, ну, как бы, такой паркинг и в большой портовой зоне он необходим. Есть похожий паркинг с другой стороны Антверпена, там душ просто бомбический, там давление воды все время горячее, там, ну, вот чисто покупаться. Массаж спины такой очень полезный, да? Но там тяжело набрать воду. То есть нет таких супер паркингов, чтобы бесплатно было это. Там все хвалят Францию. Я там, ну, как бы для меня Франция немножко за счет манеры вождения водителей очень не нравится, потому что не ожидаешь, что справа кто-то может выехать с обочины, а там эти мопедисты, мотоциклисты, это ужасно просто. Точно так же, как бы ты включаешь поворот, вот я в Люксембурге последний раз ехал, включаю поворот, все, тебе коридор такой открыли, ты перестроился, я там провтыкал поворот, заезжал, ну, в промку, разворачивался, то есть, ну, ты съезжаешь с автобана, и все, у меня второстепенная дорога, я включил поворот, они остановились, они меня пропускают. Во Франции, пока ты уже в отбойник не впечатал, там это, он тебя не пропустит, то есть это... Ну да, такие понаглее будет, да. Намного, то есть это французы. По нашей этой. Ну, и как бы по безопасности... Да. Во Франции немножко... Сейчас везде немножко как бы небезопасно. То есть вскрывают кабины и так далее. И на границах... Как-то вот участились, да, случаи? Что-то вот да, прямо да. как-то... Никогда, к примеру, я не слышал, чтобы сливали топливо в Нидерландах. Сейчас у нашей машины буквально вот на прошлом месяце, наверное, слили там, ну немного, но слили там на Шелке, прям в Роттердаме, вроде такая проходная заправка. И все, так она стояла, подпертой жопой, подъехал бус, видно, слил, то есть как бы сейчас нигде не безопасно. Хорошо, в общем, историю твоего прихода в дальнобой мы поняли. Семья как относится? Хочет чаще видеть отца, скажем так, и мужа дома, с пониманием относится. То есть как бы понимаю, что если я сейчас это все брошу, то пока что я найду какую-то другую работу дома. Есть наработки, то есть у меня 2 руки есть, растут туда, куда надо, то есть как бы есть наработки, чем хочется заниматься, но для этого тоже должна определенная, так быть, подушка безопасности, которую хочется заработать здесь, но я думаю, Андрей меня поддержит, что чем больше у тебя денег, тем больше у тебя аппетиты. То есть как бы изначально я там радовался той же самой гречке и так далее, там потом уже макароны, а потом почему бы и мяска, потом можно и в кафешечку зайти перекусить, а уже там и это, как бы, и все равно денег не получается ложить много, это нужно иметь такую железную силу воли. Знаешь, начинал я с 1500 где-то, у меня в месяц ходило там 1500-1700. Это были хорошие деньги, но этого было как бы маловато. Сейчас зарабатываю 4+, и все равно их мало, их все равно не хватает, как бы ты ни крутил. Да, то есть, чем больше зарабатываешь, тем больше расходы, эти все моменты. Но не буду спорить в плане того, что и все выросло в цене. То есть раньше я шел в магазин, допустим, покупал там хлеб, молоко,
такие, все это, там в 20 евро я вписывался. То есть вот до недельку докупить, то есть я в Польше беру, список у меня есть, я придерживаюсь этого списка, покупаю там всякие парувки вот эти, там сыры и так далее, забиваю полный холодильник, и потом, допустим, 3 недели мне просто по чуть-чуть докупаться. Обычно это было где-то 20-30 евро, это уже там мы ходили на турецкие эти там рынки, покупали мясо, там овощи, фрукты, там это. Сейчас 40 евро это так, как вообще. Да. Вот, зашел, там йогурт и хлеб. То есть если список остался тот же самый, да, то да. просто поднялся. Да, у них, конечно, сейчас везде поднимаются цены, как и у нас дома, так и в Европе. И это при условии, что ну, это не самые дорогие продукты. То есть это там Да. тоже это там такое, так, сыр-гуда там. Не такие уж мы зажравшиеся ребята, да? Да. Хорошо, ну окей, давай разберемся по поводу того, что если человек хочет пойти на контейнеровоз, то есть что он должен уметь, что он должен знать, какие, как говорится, предъявляем кандидату качества, да? Ну, смотри, изначально всегда раньше были критерии к перевозке контейнеровоза больше почему-то требовали от человека. Это знание английского языка, там уже всегда должен быть опыт, то есть и так далее. Сейчас, я не знаю, ну как-то упростилось. Даже если взять нашу фирму, у нас небольшая фирма на 12 машин, и, соответственно, это где-то на 2 машины по 3 водителя, на 6, где-то человек 18-20 вот у нас на фирме работает, скажем так, то сейчас водители приходят, которые, ну, небольшой опыт вождения по Европе, то есть он отучил в этот комбинат такой, как типа Гертека, или у нас 2 водителя, как, блин, Интегра, Хигельман. наверное, Хигельман, Хигельмана, да. Вот они отработали одну каденцию на Хигельмане, потом он уже знает, где руль, где педали, то есть, грубо говоря, это. И этого достаточно. Конечно, азы такие именно контейнеровоза, то есть это нужно понять, что ты приезжаешь в порт, и есть такое понятие интерчейндж, то есть ты открываешь интерчейндж, это ты въезжаешь в зону, то есть ты зарегистрировался, это называется открытие интерчейнджа, потом идет непосредственно взятие контейнера, то есть ты едешь там или кальмар, или автоматический кран, ты ставишь или берешь контейнер, и в конце ты выезжаешь и закрытие интерчейнджа, то есть это подтвердить то, что свое действие, которое ты сделал. Ну и тут вот вопросы, то есть как бы все очень просто, всегда. Раньше казалось это страшным, но по факту такие вопросы там на английском, то есть это безопасность, то есть это safety belts, это ремни, то есть это safety shoes, это ботинки, это helm, типа шлем, то есть, ну, как бы и жилетка там, я не помню, как она называется, ну, короче, сам факт, что там это ничего такого, то есть speed limit, то есть это скоростной режим, ну, и no drugs, no smoke, no alcohol inside the terminal, то есть, ну, как бы... Да, на территории терминала да. не употреблять ничего, ребята, да, да. ничего не употреблять. То есть, как бы, по факту, ничего сложного. Мгм. Здесь, вот если взять Роттердам, или, наверное, даже взять Бельгию и Голландию, то в Бельгии еще проще. То есть ты заезжаешь в терминал, и нужно сдать экзамен. То есть ты идешь, смотришь, там просто видео, как ты смотришь как комикс, и потом ты отвечаешь картинками. То есть вопросов нету написанных словами, понял? То есть ты просто на картинке, то есть, ну, уже как для обезьяны, то есть там это... Ну, в любом случае, наверное, больше приходится общаться с живыми людьми на английском. Ну, сейчас сводится к тому, что минимальное общение с живыми людьми. То есть, чем меньше ты общаешься с людьми, чем больше исключается человеческий фактор, тем все быстрее работает. То есть, автоматические терминалы, когда у тебя уже не референция, а тар-номер. Тар-номер — это та же самая референция, только привязана к определенной временной ячейке. То есть, допустим, это делается для того, чтобы не было скопления машин в определенный период. То есть, За сколько нужно приезжать, чтобы там, вот тебе, например, тар-номер на 15, значит, на сколько приезжать нужно? ну, тар-номер обычно делается с коридором, допустим, в час. Да, допустим, такой? Да, то есть обычно за полчаса до тар-номера и бывает 15 минут после тар-номера ты еще можешь заехать, вести этот тар-номер, и тебя пропустят. То есть если ты приехал, водишь нет, то у тебя проблем паркинг, ты разворачиваешься, стоишь, ждешь, пока тебе сделают новую, ну, вот, ячейку тут времени. Грубо говоря, регистрация Да, на загрузку, на погрузку. Ну да, на взятие или сдачу. То есть drop-off — это сдача, либо пикап, то есть взятие контейнера. Ну, как бы все, ничего такого сложного нету, как бы. Если все по плану, сколько занимает времени принятия контейнера? То есть вот заехал на территорию. Ну, в идеале, конечно, это минут 15. То есть вот ты вот На все про все? На все, да. А документы, все получить? Да, всё да. Документов нету никаких. Тебе в терминале ничего не дают. То есть крайне редко в терминале тебе дадут какую-то ЦМР-ку или еще. То есть ты заехал на территорию, тебе поставили сундук, контейнер это, да, и ты выехал. Да, Все. то есть из таких документов, которые могут дать тебе в порту, это... Сейчас я вот возьму, к примеру. Это будет
вот такого вот плана тикеты. То есть это Покажи зрителям. тут информация, не знаю, можно? Ну, короче, тут где тебе нужно брать, откуда брать и так далее. Здесь номер машины. Мгм. Ну, то Здесь- есть информация, грубо говоря, Вот, смотри, где я взять, распечатал все. Вот, road, дорога 7, position стоп-1. То есть Да. я еду по 7-й дороге и останавливаюсь возле стопа-1. Мгм. Есть стоп-1, стоп-2, стоп-3, стоп-4 и так куда. И далее. уже или автоматическим образом, или Да, там да. человек Ставится тебе это всё. поставит. Выписываю сам CMR-ку. Здесь есть только моя печать. Мгм. Печати порта нету. И никаких проблем с этим нету. Есть еще такой нюанс, что контейнеровоз осуществляют, в принципе, модальную перевозку. То есть мы не совершаем всю перевозку, мы совершаем только часть, модуль перевозки. И поэтому к нам То есть груз требования идет меньше. от одного до другого, но использует несколько типов. Там он может сначала там Да, плыть по да, морям из-за этого, да? да. Насколько вредные эти, как их, карщики или как, или вот что? По-разному бывает. Бывает, есть такие порты, ты приезжаешь, ты просто кофейку попил, тебе уже поставили контейнер, выходишь, закрутил замок и уехал. А есть такие, которые специально, то есть есть терминалы, которые в принципе мне нравятся, но было много случаев, когда ты сидишь, 2 часа ждешь, пока тебе поставят контейнер. То есть вот так вот, как сейчас мы стоим в елке, то есть 8 машин стоит, ждет контейнер, ты простоял 2 часа, ты уже там засыпаешь такое-то, и потом ты понимаешь, что до тебя уже подъехал, наезжает так на тебя, то есть и это, не посигналил, ничего. Я выбегаю, и там он типа поставил мимо, я ему типа показываю, что типа мимо, типа вперед. Он типа берет, опять ставит мимо. Потом берет, отъезжает, ставит контейнер рядом с шасси и уезжает, ставит кому-то другому. И ты уже должен позвонить в интерком, то есть и решить этот вопрос, что типа нужно поставить обратно контейнер и так Мгм. далее, то есть договориться. И либо Для чего они, почему это они делают? Ну, Вредничают? типа из-за того, что очень, ну, как бы многие скажут, что это бред, но если у меня польские номера, а я в Голландии, то в первую очередь служат голландцы. И если там ты на польских номерах типа тупишь, то к тебе относятся совсем по-другому. Мгм. То есть, ну, ты бываешь... Хотя Ну, там сам карщик может быть тот же самый поляк, да? Какой-то Да, приезжий, да, который да, здесь да, да, там зарабатывает. они это как бы... Ну, все, это все моменты, в принципе, но как бы знания таких типа, ну, типа, как ты ставишь вперед, назад, майна, вира, там, то Мгм. есть это, типа, нужно, короче, знать. То есть это исключается в автоматическом режиме. То есть когда ты приезжаешь по тар-номеру, ты приезжаешь в определенную ячейку свою, которая тебе на тикете, ты нажал на кнопку, ответил на вопросы, запаркована машина за линией, то есть behind, то есть там ответил, да, есть кто-то в машине, то есть в терминалы, кстати, нельзя въезжать со вторым водителем. Либо Даже если это- парный экипаж. Даже если парный экипаж, ты высаживаешь его в офисе и так далее. Многие прячутся там за шторой и так далее, но по факту это небезопасно. За 5 лет моей работы 2 раза ставили контейнер на крышу, либо это, забывали открутить твинслоки сзади, и когда 2 машины стоят рядом, Мгм. этой машине поднимают, а у него закрыт один твинслок. Он поднимает, машину подтягивает сюда, твинслок вырывает, и шасси падает на кабину, раздавливает кабину, короче. То есть там Но в любом случае, когда ты грузишь контейнер, тебя в кабине нет. нет, нельзя, да. То есть, Понял. в автоматически- Насколько, например, когда в автоматическом режиме, когда ставят этот вот, как это, машину называется, Мгм. да, она может промазать, интересно. Ну, в смысле, там промазать бывает, конечно, сильно, но в основном это там до сантиметра, там 2-3 сантиметра. То есть настолько то есть- все там филигранно, Да, все да, да, точно. там, ну, по каждому вот замку сверху, 4 замка, да, вот едет, у него 4 камеры, и он по контейнеру, типа, ну, уже Считывает считывает, информацию. да. То есть взять это одно, но бывают странные рамы, либо, опять же, человеческий фактор. Ты можешь разложить раму неправильно Мгм. и заехать, а тебе, допустим, ты разложил под 20-ку, у тебя в задании может быть даже написано бы 20-ка, а тебе начинают ставить 40-ку, и тебе прям вот контейнер ставят на крышу, ты видишь, и все. То есть есть... Есть некий- красная кнопка, чтобы есть нажать и красная отменить. кнопка, да, есть черная кнопка, она останавливает только твой блок, то есть, ну, твой контейнер. И если ты бросил, а он все равно продолжает, есть красная кнопка, которая выключает весь блок. То есть, вот, допустим, Мгм. блок это 8 машин там, или 4 машины. Всем обрубить в общем. Да, да. Были случаи, что такие Были кто-то случаи, выключали? да. Были случаи, рядом со мной был блок, чувака подняли вместе с машиной, короче, все, фуру, это он забыл открутить, и он что-то завтыкал, и он поднимает, и реально все, там уже задние колеса висели. То есть, вот как мы видели в интернете, да, эти фотографии, как там поднятая это фура вот так вот. да? Кай 1700, а тут это DP World, то есть это я лично сам видел. Мне поднимали заднюю
часть машины вот этим кальмаром просто, но была такая ситуация, когда я же рассказывал, что контейнер ставится вот в раме, есть такое это, и оно типа как прорезь, то есть он одевается так. Мгм. И вот эта часть контейнера была вот так вот загнута. Я когда поставил, он не сел, а потом когда загрузили, он упал и защелкнулся типа. Мгм. И когда у меня контейнер брали, и он не может его снять, и тягает мою машину, короче, уже поднял и колеса, потом сорвало, такой смотрю, Офигеть, офигеть. да, то есть тут есть нюанс. Ну, безопасность прежде всего, да, то есть как бы здесь у нас есть каска, есть обязательно ботинки, потому что, ну, как бы или наехал, или так далее, это я считаю, что особенно те, кто грузится сам, то есть вот эти рохлы. Слушай, и да так в любом, да, Да. где-то и контейнер, неважно, и Палеты штор, могут или там- должны быть хорошие, качественные ботинки, не те, Да. которые вам выдает компания, вот эти вот кирзачи, так сказать, что в Гиртеке, помню, были, которые там, они были не индивидуальные, вот они были закрепленные на машину, это обувь, они такие были вонючие. Это тебе повезло, если ты получил первую машину, и тебе еще дали новые ботинки, потом в следующей каденции это ужас полностью. Да, то есть как бы ну, работа несложная в плане такого, что это тяжело, скучаешь за домом. То есть первую неделю, да, ты там втягиваешься, тяжело втянуться в работу. То есть ты после дороги уставший еще втягиваешься. Бывает такое, что многие, что после дома еще неделю как бы там устали, потому что дома кучу работы надо сделать, сюда приезжают, это потом так втянулись, уже там вторая, третья неделя, и уже на четвертую неделю уже скучаешь, потому что Да. домой хочется, там и дети звонят, и жена звонит, и уже такое понимаешь, что надо. У меня график, в принципе, неплохой. Сейчас я вышел на 4-2, то есть 4 недели работаю, 2 недели дома, то есть немножко... В паре, да? 2 машины на троих у вас? Да, да. Работают ли женщины на контейнеровозах? Ну, именно голландок много, то есть вот в Голландии там часто. И причем в возрасте есть такие, есть, конечно, и молодые. Я помню тоже первые это из истории, которые там типа рассказать можно. Заезжал, грузился, точнее разгружался, привез контейнер на завод Nissan, Мгм. и там у них тоже рампы такие, это все. И я такой с 5-го раза, наверное, там заехал, но ровно так стал, такой красиво, вышел, такой горжусь собой, смотрю. И тут девушка заезжает такая на территорию, открытое окно, в одной руке держит кофе. И вообще там даже не особо смотря, с первого раза залетает, и я Мгм. понимаю, что я понял, я пошел в машину посижу, тут сильно гордиться пока еще нечем. Ну, то есть ты когда перевозишь контейнер, то есть ты его не привозишь, ты не ведешь сам контейнер, ты еще можешь и груз в нем перевезти. То есть в плане того, что ты приехал под рампу, тебя еще выгрузит, и ты обратно контейнер везешь, да? То есть Да, ты его да. не просто взял контейнер с порта, привез на выгрузку, тебе его сняли, и ты обратно Ну, пустой тут вот рамой. давайте поговорим немножко о вот этих всех, чем мне нравится на контейнерах. Во-первых, что контейнер я не расшториваю, не зашториваю. То есть у меня максимум я могу открыть задние двери, как я показывал, и стать под рампу. И плюс стать под рампу поначалу тяжело водителям, то когда ты бьешь контейнером, ничего ты не сломаешь контейнеру. Если ты бьешь ту же самую пландеку или Да. еще что, можно и резинки там поотрывать Мгм. там, и так далее. У меня бы железные там такие фигни наварены, что там, не знаю, что Ты надо скорее сделать. там рампу Да, сломаешь, да? Были случаи, когда отлетали резинки вот эти у них, даже железные вот эти, чувак на этой каре заскакивал, а у меня, получается, там металл 8, Мгм. и я отрывал ему полностью вот эти, что подушки железные, этих, что Офигеть, офигеть. да. То есть, как бы, поначалу тоже там, где парковался, было цеплял забор, было цеплял такую тумбу бетонную, контейнером вышел, обтер и поехал дальше. То есть, ну, как бы, вообще проблем нету. Если так зацепить на шторе либо холодильнике, то там труба. На моей логистике за уже, наверное, здесь я 2 года или 3 года я один раз ходил с рохлой. То есть я не участвую в погрузке. То есть я просто сижу, Но минимум подвижности, в общем, да? да, с одной стороны хорошо, в плане и ответственности минимум. Мгм. То есть в контейнере практически нету ремней. То есть как бы есть груз, который крепится ремнями, но опять же это все крепит отправитель. Но есть за что крепить, то есть крепление, точки Да, там крепления есть уши по всему этому. Смотря какой, конечно, контейнер, но в большинстве случаев есть. Потому что бывает оторвано. Если это требуется при загрузке, то всегда в задании будет указано, что проверьте Мгм. эти хуки, типа, ну, как крюки вот эти, там, типа, для фиксации. Один раз был такой случай, недавно, кстати, я был удивлен. Первый раз в жизни мне дали контейнер, который со всех сторон железный, понял? То есть у него нету деревянного пола вот этого То есть он полностью внутри железный. весь металле. да, Мгм. весь в металле. Так должно быть или нет? Ну, неважно, я думаю, для меня там это как бы какая разница тебе ставить палеты, да, там и так далее. Я приехал на фирму, они такие смотрят и говорят, мы крепим груз гвоздями к полу, то есть это или болтами, это все, отказались от погрузки, пришлось ехать, менять там вот этот DIT 3T, где-то недавно был, Мгм. там где
Ты говоришь, что нету свободных мест никогда. Там менял контейнер, ставили с деревянным полом, ехал обратно на загрузку. То есть, ну, как бы бывают такие нюансы. По безопасности тоже не порежу, как бы вскрыть контейнер можно, но как бы на них меньше обращают внимание. То есть, как бы лучше штору, чем мучаться с контейнером. Да. И нельзя, что там будет. Будут там ковры какие-нибудь и все. Да. То есть, как бы такого плана. Плюс не надо вязать ремни, то есть, ну, как бы это, ну, как бы ветер, то есть для меня не так страшен ветер, то есть, как бы, потому что штору ту же самую, это вот труба. Ну, в общем, из плюшек это то, что минимум ответственности, а из минусов то, что много стрессов, когда приезжаешь в порт, да, начинается вот эта вся движуха. Да, то есть, как бы это, ну, Нужно легче. быть стрессоустойчивым. Я, если честно, ну, не согласен с тем, что вот на контейнерах платят чуть-чуть больше, чем на шторах. То есть мне кажется, что на шторе все равно люди больше работают и должны получать, ну, как бы штора уровень выше, чем контейнер. Но специальная такой специализация немножко другая, с более другими какими-то моментами, да. Какие будут вопросы, ребята, пишем обязательно в комментариях. Владимиру, он будет читать, я буду ему передавать, если что-то не так. И для более подробной информации по поводу работы на контейнеровозе, заходите к Вове на канал, у него есть очень много полезной информации, режим влога, режим информации о навигации, то есть Вова еще любит вот эти все дела поковыряться в компьютере и записать навигацию, свеже обновить карты, Да, как, кстати, как хобби хорошее. Изначально вообще канал был такой как бы для себя, то есть как бы, ну, с чего я начинал. Потом частично даже так для семьи, то есть они видели, где я там, что я вижу, что я смотрю и так далее. Ну и как бы кому-то помочь. То есть в основном, да, это у меня такие видео, которые зашли, это связано именно с навигацией, то есть с обновлением карт и так далее. То есть и неоднократно я встречал людей, которые говорили, вот спасибо, помог, потому что, блин, где-то там во Франции слетела навигация, был интернет, скачал, установил, поехал дальше. То есть как бы, ну, Помогать — это наша специализация, ребята. да. Да, но это круто, конечно, круто, что ведешь свой блог и тему с контейнеровозом, но, конечно, огромный минус, что снимать мало очень разрешают. Да, то есть самое интересное, это, конечно, сейчас там ты заезжаешь в порт, ездят такие тележки электрические, то есть на них ставят контейнер, нету водителя, то есть она сама по территории порта сама ездит, то есть она на автопилоте. Эти краны приезжают тоже, которые ставят, это огромнейшие корабли, которые приплывают, то есть контейнеровозы. Я вот сегодня смотрел, то есть, ну, красиво очень, то есть как вот он приплыл, запарковался, или как он там причалился, там это, потом кран опускается, здесь уже начинают ездить с него, снимать уже, то есть как бы очень интересно, очень как бы такие за счет, наверное, огромных машин, что, мне кажется, такая, что дух захватывает. Но, к сожалению, снимать нельзя. То есть, где можно, я частично снимаю. Даже, ну, не на всех фирмах можно снимать, то есть, по факту. То есть. Смотришь на нашу фуру, кажется огромная. Мне после автовоза залез в эту кабину, кажется офигеть какая огромная. А когда, наверное, смотришь на фуру, на кран, на корабль, да, и ты понимаешь, что насколько ты маленький, какой ты крошечный в этом вообще, во всей этой цепочке. Нравится еще, чем по Европе работать. Наверное, это вот сейчас у меня одна из последних, ну, моделей Мерседеса, пусть не с электронными зеркалами, но специально покупалась. Это, по-моему, МП6 уже идет. Он идет со всеми мониторами здесь, но с обычными зеркалами. Мне, наверное, обычные зеркала и больше нравятся. По классике, по классике. Да. У мониторов есть плюс, что там говорят, что можно там посмотреть, кто ходит, но я, насколько я изучал эту тему, там, по-моему, около 5 или 6 поколений уже этих зеркал прошло, которые на камерах, понял, то есть последние камеры намного лучше и качественнее, да, ну, первые там говорят кубиками, знаешь, что как... Ну, да, там... очень пикселя, да, то есть чем новее, понятное дело, тем, как говорится, и и плюс, лучше. если ты сбиваешь камеру, то машина может заблокироваться, не поехать дальше, то есть, ну, как бы без зеркала, типа, она не может ехать. А если ты зеркало там разбил, ну, ничего страшного, да, там. Ну, едем дальше, замотал скотчем, едем на ближайший сервис, чтобы и там починить. ценники, там тоже там 730 евро, по-моему, стоит просто сама камера. То есть... Что-то говорили, что-то эти у Шреков, у этих Мерседов, что-то 3000 это Гиртека снимал. Ну, это возможно. Да, не знаю, но я просто видел счет-фактуру 730 или 750 евро, это чисто от камеры, сам рожок. Сам рожок 750 евро. Цена половина айфона. Ну. А в айфоне камера повеселее, мне кажется, будет. Ну, вообще, конечно, да, интересно. Со временем сразу тяжело, потом становится легче работать в плане того, что наработаны уже все места. Я в этих, тут сюда заехать могу на этот паркинг, там 6 или 7 дорог разных, там, где пробка. Ты знаешь, где запарковаться. Ты все равно на контейнерах далеко не ездят. То есть они в основном обслуживают порты какие-то. То есть, допустим, я в основном это Роттердам и Антверпен. То есть это порты Голландии, Бельгии. И все. И то даже туда уже ниже, там я не езжу в Бельгию. Что скажешь по поводу 95-го года? Вот ты недавно учился, я заметил, и вот кто-то
топит за то, чтобы, например, просто я заплачу деньги и получу 95-й код, а кто-то, типа, наоборот, типа, очень нужно учиться. То есть, вот как ты считаешь, нужно ли Я учиться или считаю- проще купить и погнал? Я считаю, что нужно вообще, ну, именно все, что связано с нашей работой, нужно учиться. Потом не задавать лишних вопросов. То есть я учился на АДР. У нас это, многие не ходили там, ну, или ходили там, знаешь, лишь бы так. Я прорешивал все вопросы, я задавал вопросы, потому что, когда я здесь встречаю, ну, этот туннель, или я открываю груз, опасность, классификацию вижу, это я уже не задаю вопросов. А мне только звонят и спрашивают, можно ли туда ехать, или там ехать, или еще что. Ну, как бы, это наша безопасность, во-первых. Во-вторых, это наши деньги, потому что за неоткрытую ту же самую табличку ты можешь получить штраф там 500-600 евро. То есть, кому оно надо? То есть, как бы это. Точно так же и на код 95 вас там учат не просто так, вы посидели, штаны протерли и все. Вас учат заполнять ЦМРки, особенности ЦМРок. То есть, где отправитель, где получатель. Учат, какие бывают прицепы, как распределение нагрузки на оси той же. То есть, ну, как бы понятно, что это все зависит от школ и какого курс, длинный или короткий, что на коротком курсе вам много не расскажут. Но все равно человек, когда приходит, он может задать вопросы, которые его интересуют. То есть, как бы он где-то смотрел видео и так далее, что-то не понимает. Вплоть до того, что даже на коротком курсе вам дадут посидеть за рулем. То есть вы поездите определенные часы там, ну, А не так, что посмотрите в Ютубе видосики, ну ясно, что я готов к этой Да, Европе. да. Я смотрел видео, блин, так легко назад сдавать, там все там рассказали, руль сюда, прицеп туда, а когда сел за руль, то нифига так это, тяжело понять, что не надо там сильно руль крутить там, или еще что-то, все равно поначалу там влево-вправо, там уже. И все, и готово, да. Ну вообще, как тебе нравится работа твоя? Или хотел бы уже что-то шагнуть дальше шаг, может быть, дальше есть какие-то... Ну, в любом случае, если брать, наверное, дальнобой, то есть хотел бы ли ты в дальнобой сменить, не знаю, там, не габарит, ко мне на автовоз, всегда помогу ему, конечно же, Вова. Есть, может быть, но пока что, знаете, как мой друг говорил, что по факту нужно взвешивать риски и эти. То есть пока что здесь меня все устраивает, есть определенные наработки, куда двигаться дальше, и пока что именно эта работа меня, ну, нужна или так устраивает это. А как там будет дальше, время покажет. Сколько ты еще планируешь отработать дальнобой? Это самый, наверное, частый вопрос, когда я рубрику веду, типа... Ну, ты знаешь, это задайте все, мне вот вопрос. эту каденцию отрабатываю и все бросаю. Потом опять едешь, работаешь. А потом приходит зарплата, и все, ладно, я еду дальше, да? Да, ну, или зарплата, или поехал домой, отдохнул и понимаешь, что уже Да. пора работать дальше. Наверное, проработаю столько, сколько нужно. Это может где еще год какой-то. А может, если получится, то если найду работу дома, хотя бы с определенными закрывающими мои вопросы, то уже, конечно, я лучше буду дома с семьей и так далее. Просто многие приходят сюда, говорят, ну вот сейчас я получил чип, получил 95-й код, мне Я на так 5 лет. Честно, я тоже думал, что все, вот у меня закончатся документы, я больше не буду ничего делать. Но уже и чип я переделывал, и уже код 95 переделывал, и АДР переучился уже 2 раза. То есть, ну, как бы... А потом обращаются ребята к Вове из Польши, отучи меня на 95-й, получи мне карточку тахографа, если придете к Вове и скажете, что от меня, то получите, кстати, скидочку. Наверное, как получится. То есть я сейчас потихоньку начинаю интересоваться автомобилями, то есть ремонтом там и так далее. То есть, в принципе, востребована тоже специальность у нас дома, и как бы там нужен опыт, но как бы тоже это, посмотрев видео в Ютубе, ты много не наработаешь этого опыта. А надо брать и делать. Ну да. Сейчас очень много машин с электроникой, блин, Да. очень много. Как ты говорил, что еще в грузовиках более навороченнее электроника, да, там более серьезнее? Безопаснее. То есть это за Безопаснее. счет идет, есть такое понятие, как коншина, да, то есть в определенных старых легковых машинах коншина можно подключиться, даже если управление идет по фаре, то есть, ну, фара управляется каном, то достаточно вытащить фару и подключиться к кану, и ты имеешь доступ ко всей машине практически. То есть в грузовике тут немножко, ну, это как считается коммерческая техника, тут она более защищенная. Понятно, что современные машины тоже, они там не так просто все, те ключи считать и так далее, потому что там несколько уровней этих кан, ну, то есть скоростной, нескоростной, плюс там еще сейчас уже новые придумали. Ты что, собрался угнать грузовик за 60 секунд? Да. Не, ну, Хорошо. кстати, знание электроники иногда помогает. Даже тот же самый подключить инвертор, ту же самую мультиварку, или там где-то прикуритель пацаны спалили, тоже там как бы... Я понял. Не на ощупь так поплевал, да, ты подруг, да. оп, щипет, все хорошо. Туда не Значит, лезем. окей. Ну что, ребята, если остались еще какие-то вопросы к Володе, обязательно задавайте ему в личку, в Инстаграме, в
на его канале, можно внизу моих, так сказать, под моим видео. Ну, в любом случае, зайдите к нему и подпишитесь, сделайте доброе дело за полезную информацию. Мы практически час отболтали, все очень круто, все очень спасибо Вове. Сейчас мы будем уже ужинать с Володей, ну, а дальше будем начинать монтировать этот выпуск. Когда вы его увидите, обязательно скоро вы его увидите. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Да, обязательно еще встретимся, Увидимся. когда увидимся. Да. Never gonna slow down. Turn the lights down, watch 'em go down. No, I'm never gonna slow down. Turn the lights down, watch 'em go down. No, I'm never gonna slow down.